Всем привет! Сегодня мы готовим котлеты из говядины. Это достаточно малокалорийный продукт, который содержит в себе минимум жиров и очень-очень мало углеводов. Но взамен он содержит в себе очень много белка. Для справки, в среднем в говядине в 100 граммах содержится на 100 грамм от 3 до 20 грамм жиров, 0 углеводов и в районе 20-22 граммов белков. Рецепт достаточно очень простой. Для холостяков или для тех, кто хочет вкусно питаться, но не питается из-за того, что просто не умеет, может посмотреть на заметку. Очень быстро, легко учится, очень быстро, легко делается и достаточно очень вкусно. И поэтому начнем. Так, для начала мы берем около килограмма фарша говяжьего. Уже дальше у нас есть кефир 1%, около 200 грамм. И 2 яйца. Дальше, когда все это будем... Соль. Соль. Ну и перец у нас как специя. И перец по вкусу как специя. Ну и начинаем, приступаем к самому простому. Приготовленный уже в миске фарш. Мы закидываем 2 яйца. Все это обливаем кефирчиком. Дальше соли. На самом деле соли в зависимости от того, какой этап у вас будет, добавляется. Если в обычной жизни, то по вкусу. Если это будет как диетическое блюдо, оно будет исходить как диетическое блюдо, то, естественно, соли поменьше. После того, как предварительно мы помыли руки, мы все это тихонечко перемешиваем, чтобы желток разошелся с белком и пропитал вместе с кефиром наш фарш. Как думаешь, снять главного помощника? Нет, Не надо, я пролёву. Это самый главный помощник. Все нежно перемешали. Дальше. Для того, чтобы это блюдо оставалось диетическим, а изначально мы его готовим с основной целью, чтобы оно было диетическое, то есть содержало минимум лишних калорий и жиров, то мы используем сковородку антипригарную, у нас используемая, без масла. Дальше мы катаем такие замечательные шарики и спокойненько их выкладываем по периметру сковородки. С двух сторон обжариваем на быстром огне. Пока мы поставили максимальный огонь, для того, чтобы, максимально, сколько у нас может быть жар плиты, для того, чтобы они схватились, дали корочку. Знаете, когда кто знает, кто жарит картошку, тоже сначала надо закидывать, чтобы он прихватился. Про диетические котлеты в жареную картошку. Нормально. Сравнение, да. Такое себе. Все, обжариваем с двух сторон. И жарим приблизительно. У всех, понятное дело, у кого-то газ, у кого-то такая электрическая плита. Понятное дело, что у всех по-разному. И, возможно, первый раз будет, может, где-то кто на самом деле не умеет, кто-то пропустит этот момент, кто-то уже знает хорошо свою плиту, знает когда. В среднем 1,5-2 минуты. Так, не то, что на глаз. Скорее всего, уже на глаз уже привычка, чтобы схватилась корочка. И это дело мы все переворачиваем. У нас есть деревянная лопаточка, чтобы не скребла нашу любимую сковородочку. Наш главный помощник. Вот главный дегустатор наших котлет. Жарим с другой стороны. Приблизительно у нас прошло 1,5-2 минуты. Мы
поджарились. И вот приблизительно вот такая вот корочка. Похоже на котлеты, наверное, из детской столовой. Чем-то, не знаю, почему там есть. Пионерлагеря, тушеники. Ну, не без масла, потому что одни. И то же самое делаем с другой стороны. Ну, а дальше это все накрываем крышечкой. Ставим в 2 раза, был у нас 14/7, в половину накрываем крышкой. И тушим где-то 10 минут. Потом перевернем еще 10 минут. И вот у нас выйдет такое диетическое блюдо. Для чего мы добавили кефир? Сам по себе говядина, она достаточно сухой продукт. Вот. Поэтому кефир ее размягчит. Кефир, так как мы добавили 1%, то у нас диетический продукт так и остается диетическим. Яйца сами по себе содержат тоже много белка, поэтому продукт, который у нас получится, достаточно белковый и диетический. И в дальнейшем, когда мы будем с вами разбирать вид худения, вид питания с помощью, как худеть и кушать сколько хочешь, то это будет блюдо, одно из тех блюд, которое будет использовано в этой программе. Ну вот, конечный итог. Вот так выглядят диетические, не жареные. Это не масло, это в собственном соку они тушились. Напоминаем, на антипригарной сковороде. И вот такой мы получили диетический и очень вкусный, прошу заметить, продукт. Всем спасибо за внимание.